Да, ты готов? Как вы думаете, что объединяет Горана Бреговича, Милу Йовович, Марину Абрамович, Ника Вучича и Милу Родопавича? Конечно, в голове, когда их вспоминаешь, это вообще правильно. Их фамилии заканчиваются на букву Ч. Ну, конечно же, еще сербские корни. Ну, вы скажете, а почему же тогда не Эмир Кустурица и Никола Тесла? Но они просто не вписывались в эту шутку, поэтому сюда и не попали. А почему, собственно, я заговорил о сербских корнях Милы Йовович, спросите вы? Да потому что мы в столице Сербии, Белграде. Вот это вот так называемый военный остров, вот, там были контрабандисты. Сколько? 310. И у каждого есть шанс. Вот что я забыл. Надо тоже где-то... Здравствуйте. Теслу видно? It's our first time here in Serbia. You first time in Serbia? Yeah. Поехали. Я нахожусь на перекрестке древних торговых путей, на месте слияния двух рек – Дуная и Савы, которая течет за мной. Возможно, именно поэтому Белград называют воротами на Балканы. Вообще очень древний, красивый, атмосферный город. Такая энергетика, что вот-вот, кажется, должно повезти. Возможно, именно поэтому сербы так любят играть в лотерею. Впрочем, гадать мы не будем. Как много не читая о стране, а самое интересное всегда открывается только в общении. О том, кому и в чем здесь везет, чему удивляться в Белграде и чем восхищаться, спросим у человека, который живет в этом городе, знает и любит его. Ну, это самое популярное место, наверное, в Белграде. То есть одно из отсюда начинается и вот туда. Тут самые романтичные виды, самые красивые закаты. Вот здесь находятся все вот эти вот баржи и так далее, и так далее. Это на самом деле ночные клубы. То есть, собственно, вся ночная жизнь Белграда, поскольку мы говорили о том, что лето, здесь очень жарко, она рядом с рекой. Йован говорит по-русски едва ли не лучше, чем иные россияне. Родился он еще в Югославии, но вскоре родители увезли его в Москву, где семья прожила несколько лет. Он музыкант и театральный режиссер. О Сербии говорит просто и ласково, как о давно любимой девушке. Это какая-то, на самом деле, комбинация Востока и Запада. И здесь очень много свободы. Это действительно. Здесь тебя любой человек поймет. Из Западной Европы, когда сюда приезжают люди, их это очаровывает. Ну, наверное, как когда мы ездим в Марокко. Как там в Марокко, мы узнаем в другой раз. Может, и туда нас приведет история мировых лотерей. А сейчас у нас в фокусе Сербия, где первые розыгрыши провели еще 2 столетия назад. Лотереи в Сербии возникли в начале 19 века. Князь Милош Обренович разрешил азартные игры, чтобы поддержать экономику страны. Призы, естественно, соответствовали тому времени. Например, известно, что в 1834 году победители получали лошадь, серебряную саблю и золотые часы. У меня не золотые. Потом лотереи на какое-то время исчезли и возобновились уже в конце 19 века. Играют здесь абсолютно все. Не только здесь, но и в Хорватии, но и в Боснии и Герцеговине. То есть, и обычно это, на самом деле, одни и те же более или менее букмекерские конторы, это какие-то государственные лотереи, лутрия по-сербски, или лото, там всякие машины можно получить, я не знаю, поездки какие-то и так далее, и так далее. Это достаточно здесь дешево. Звучит неплохо. Надо попробовать поучаствовать в розыгрыше. А по пути посмотрим еще и на Белград. Здесь много интересного, особенного. Характер Сербии в деталях, которым стоит уделить внимание. Сербский народ один из самых культурных и образованных в Европе. Они используют 2 алфавита – латиницу и кириллицу. И оба они преподаются в школах. Ой, замечательно, все сидят, пьют кофе. Тоже хочется. Может быть, возьму где-нибудь по дороге.
От турков сербам досталась традиция пить кофе. И особый секрет его приготовления, очевидно, тоже. Потому что кофе здесь восхитительный. Если вы не заметили, то я сейчас принял участие в лотерее. Возьми чек и победи. Именно так она называется. В 2017 году правительство Сербии запустило эту лотерею для того, чтобы бороться с теневой экономикой. Эту акцию объявляют лишь время от времени. Покупки должны быть сделаны по безналичному расчету, а победителя определяют случайным выбором чека. Помимо этой акции, в Сербии достаточно лотерей, в которых можно участвовать постоянно. Компания Державна лотерея Сербии проводит розыгрыши числовых и моментальных лотерей. Деятельность компании, как и в России, направлена на помощь государству. Большая часть денег, заработанных на лотереях, идет на благотворительность. Например, мы единственная компания в Сербии, которая финансирует лечение редких болезней. 5% нашего дохода идет на это. Что касается самой популярной лотереи, так это Lotto Game. Также мгновенные лотереи очень популярны, но большинство играющих в лотерею делают это ради больших выигрышей. У нас также есть и бинго, но лото, конечно, популярнее. Очень хорошо. Сейчас я проверю свою. Ничего. Я тоже купил сегодня 2 билета и буду участвовать в 2 тиражах. Один — это бинго. Бинго — это лотерея по принципу российской лотереи Бинго 75 или жилищной лотереи. И вторая, не менее популярная лотерея, которая называется Лотто. Она сделана по принципу классических числовых лотерей. В ней также есть очень большие денежные призы. И, наверное, не только денежные. Ну, мой брат младший, он постоянно вот играет, и один раз я его когда спросил вообще, какой, ну, то есть, сколько ты поставил и сколько ты получил. Он говорит, что обычно это одна и та же сумма, но у него знакомая, ей прям очень сильно повезло, то есть она поставила типа 100 динар, а получила там, ну, чуть ли не 10 тысяч евро. Вот, и он, конечно, сказал, что это были какие-то совершенно сумасшедшие эмоции. Кстати, розыгрыши в стране проводили даже при правлении Тита. Причем чем дальше, тем чаще. Если в 1951 году судьбу испытывали раз в месяц, то уже с 1966-го еженедельно. Впрочем, это не удивительно. Сербы люди веселые, общительные, открытые. Они верят в свою удачу. Мои родители очень часто принимают участие в лотереях, пока у них не очень большие выигрыши. Недавно, например, им удалось выиграть сумму в 5000 сербских динар. Да, моя подруга видела парня, который выиграл большой приз. Мы прочитали об этом в газете, и по всем описаниям она поняла, что он стоял рядом с ней, когда покупал билет. Так что она видела настоящего счастливчика. Сербский язык, кстати, очень похож на русский. Но значение некоторых слов может быть совсем другим, и это часто приводит к курьезам. Вообще есть такой лайфхак. Говорите медленно по-русски. Если видите, что серб вас не понимает, начните перечислять синонимы ключевого слова или близкие по смыслу понятия. Что-то точно окажется понятно. Вот сейчас попробуем. Когда-нибудь вы участвовали в лотерее, покупали билет, и вам повезло, вы выигрывали, нет? Бинго. Один раз в магазину pal bingo i človek, sa mной казах tamo, znaju li tako, znakomi, покупал тоже билет. Я не получил ничего, а он получил 500 тысяч тенге. Несколько месяцев назад у нас был выигрыш в лото в размере 6 миллионов евро. Игрок угадал все 7 чисел. Розыгрыш лотерей можно, как и в России, посмотреть по телевизору. И поскольку время программы приближалось, я поспешил в отель, чтобы не пропустить свой выигрыш. Ну, или проигрыш. 36, 14 есть! Некоторые цифры совпали, но я так и не понял, стал ли мой билет счастливым. Что ж, в этот раз не повезло. Но это означает лишь то, что моя удача ждет меня где-то в другой стране. Или все-таки в Сербии, но не в этот раз.
У нас есть несколько интересных историй. Например, 2 года назад был специальный раунд в бинго, и один из наших победителей позвонил нам спустя 10 месяцев. Он дал нам интервью, в котором рассказал, что на выигрыш построил дом в одном из отдаленных горных районов Сербии. Он назвал этот дом «Бинго-хаус» и хотел нанести на свой ковер наш логотип, попросил какие-то фотографии. А на крышу дома он водрузил фигурку нашего талисмана. Эта история кажется удивительной только на первый взгляд. Побывав здесь однажды, уже начинаешь понимать характер сербов. Открытый, дружелюбный и творческий. Здесь в Сербии красиво, интересно и вкусно. Прекрасное место, откуда уезжаешь с сожалением и обещаешь самому себе непременно вернуться. Как вы думаете, что объединяет российские и сербские лотереи? Правильно, выиграть может каждый. На этом мы заканчиваем наше знакомство с Белградом, но обязательно будут другие страны и новые лотереи. Удачи!